Самая сильная атака с начала войны, пожары и попадания в оккупированном Донецке, Третья мировая война и Путин, который скучает за беседами с Макроном. Во всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Солдаты Цахал убили 3 заложников, по ошибке приняв их за боевиков. К каким изменениям это побудило? Такая одна большая неприступная крепость террористов, очень плотная застройка. В США нашли способ использовать конфискованные российские деньги против России. Если Украине не помочь выиграть на поле боя, то следующими станут страны Восточной Европы. Штурм Авдеевки продолжается. Сколько стоит продвижение российской армии вперед? Тут следует отметить, что данная тактика утилизации подразделений воздушно-десантных войск, она несет несколько основных моментов. Спасибо за доверие, спасибо, что смотрите, но не забывайте ставить лайки и не забывайте оставлять комментарии. Это помогает в продвижении каждого видео. И не забывайте подписываться на наш канал. Поехали! Россияне пытаются прорваться в частный жилой сектор Авдеевки, вырваться из промзоны, бои за которую идут как минимум с 2015 года. Продвижение оккупантов вперед в этом районе подтверждают и в Институте изучения войны, исходя из геолокации снимков. Сейчас российские военные блогеры пишут о том, что их оккупационные войска находятся на участке между степным и железнодорожной линией, а еще жалуются, что им не удается эвакуировать раненых и забрать погибших. Такое продвижение дается ценой больших потерь, это подтверждают наблюдатели с обеих сторон. Но у России есть еще и политические мотивы в уничтожении своих подразделений или в отправке их на убой. Тут следует отметить, что данная тактика утилизации подразделений воздушно-десантных войск, она несет несколько основных моментов. Первое, это, соответственно, пытается локализировать прорыв украинских военнослужащих, а второе, как это ни удивительно, пытается ликвидировать возможность военной оппозиции в войсках. Я напомню, Теплинский считался до последнего времени одним из основных оппозиционно настроенных к российскому диктатору генералов. Вместе с тем, начальник Авдеевской военной администрации говорит, что в городе еще осталось около 1000 гражданских, и количество желающих покинуть город уменьшилось. Вчора нам вдалося вивезти 5 людей. Зараз, станом на сьогодні на ранок, 1230 містян залишається ще в місті. Звичайно, що це дуже багата кількість людей. Трохи бачимо останнім часом зменшення бажаючих виїжджати. Це не так, як було там 3 тижні тому, коли вивозили по 15, по 18 до 20 людей в день. Зараз 3, 4, 5, 6, в середньому так. Хоча за цей період загострення на нашому напрямку вже більше, ніж 350 людей виїхало. Самое сильное нападение с начала войны. Британская разведка именно так характеризует атаку хакеров на украинский мобильный оператор «Киевстар». Там называют ее самой деструктивной. Практически половина населения Украины пострадала в результате этой атаки, последствия которой продолжались не менее 2 дней. Учитывая то, что пострадали украинские правительственные ресурсы и экстренные службы, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных деструктивных кибератак на украинские сети с начала полномасштабного российского вторжения. Напомню, такая атака стала возможной из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. Базу россиян в оккупированном Донецке, вероятно, посетила украинская артиллерия. Густой дым видно со всех районов города. Пользователи сети пишут о попадании в якобы базу оккупантов, но эта информация пока не подтверждена. Накануне вечером в том же Буденновском районе города раздавались взрывы, затем пользователи сети фиксировали пожар на местной нефтебазе. Ждем подтверждений из Донецка. Попадание в цистерны с горючим. Буквально 5 минут назад. Третья мировая война уже идет, но частями. Так считает президент Италии. Говорит, большое количество конфликтов в мире вызвано переворотом в системе ценностей, который случился из-за атак на правила международного сообщества и агрессии против стабильности и мира.
К сожалению, мы должны отметить, что не только Киев все еще защищается от неприемлемой российской агрессии, но и многие другие регионы нашего земного шара сейчас находятся в более опасном состоянии, чем в прошлом году. Президент Италии говорит, что ситуация в секторе Газа была охарактеризована руководством ООН как апокалиптическая, а ущерб, наносимый планете вирусами и природными катаклизмами, никак нельзя сравнить с влиянием некоторых правительств, военизированных формирований и террористических групп. Макрон готов снова попробовать поговорить с Путиным, если у того есть какие-то конструктивные идеи. Несколькими днями ранее российский диктатор заявлял, что и сам не прочь поговорить с французским президентом, но тот его игнорирует. У нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал. Господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двухсторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил. Президент Макрон ответил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. Если у президента Путина есть серьезные предложения, и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился. Еще Макрон заметил, что не Франция начала войну и не Франция совершает военные преступления в Украине. И именно последнее делает диалог невозможным. Солдаты Цахал по ошибке убили 3 заложников. Полураздетые люди держали белый флаг, но израильские военные приняли их за боевиков Хамас, пишет Reuters. Солдат увидел людей с палками, на которых была намотана белая ткань, и открыл по ним огонь, приняв их за боевиков Хамас. 2 погибли сразу, 3 успел укрыться в здании, но израильский военный продолжил огонь. Эти люди сбежали из плена из, казалось бы, неприступной застройки Хамас. Это квартал Саджаия на севере сектора Газа. Это такая одна большая неприступная крепость террористов, очень плотная застройка. Причем, как мне рассказывали люди, когда строят многоэтажное здание, там, допустим, строят квартиры таким образом, чтобы у них, знаете, как в отелях между квартирами были двери, которые обычно в обычное время закрывают, а во время военных действий их просто сносят, и таким образом террористы могут передвигаться внутри по зданию, не по коридорам, а из квартиры в квартиру. Командир взвода наших сил ошибочно идентифицировал его как попытку теракта, знаете, отвлечь внимание, поскольку мы знаем, что очень многие арабские боевики, террористы, которые отбывали в тюрьмах в израильских, они выучили иврит и могли просто отвлечь внимание таким вот образом, попытаться... Там были террористы-самоубийцы. Цахал признали свою вину, выразили соболезнования и разослали новые протоколы поведения в подразделениях на случай, если заложникам снова удастся сбежать. Дело в том, что раньше в Цахал не могли предположить, что заложники могут просто так разгуливать по зоне боевых действий. В США нашли способ использовать конфискованные у России активы в пользу Украины. В процессе дискуссий в формате G7 американская делегация заявила, что существует способ конфискации суверенных российских активов, который соответствует международному праву. Мы должны найти способ получить деньги в Украину в любой форме. И все больше и больше стран указывают на активы и удивляются, почему они все еще остаются там. Этот вопрос могут рассмотреть в формате «Большой семерки» аж в феврале 2024 года. И он может стать выходом из ситуации заморозки или промедления с финансированием помощи для Украины. Евросоюз, действительно, страны Европы, они сняли действительно вот эти розовые очки, они прекрасно понимают, какие угрозы, какие вызовы стоят перед глобальной и европейской безопасностью в результате военной агрессии России против Украины. И, естественно, активизировались очень серьезно крупные европейские государства, это и Германия, и Франция, и другие, которые понимают, что если Украине не помочь выиграть на поле боя, то следующими станут страны Восточной Европы. Это только дело времени, Путин не остановится. Он будет продолжать свою империалистическую агрессивную позицию, политику.
Ирландия может стать первой страной в ЕС, в которой природа получит конституционные права. Об этом пишет BBC. Элементы природы, такие как деревья, горы и реки, признаются объектами, имеющими право на существование и процветание, на восстановление, возрождение и уважение. Изменение в Конституции также признает право любого человека или организации защищать и обеспечивать соблюдение этих прав от имени природы. Подобные законы есть в некоторых странах Южной Америки, а в Новой Зеландии, к примеру, статус юридического лица имеет река Вангануи. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это важно, читать ваши мысли и знать, как вы относитесь к тем или иным событиям. И не забывайте подписаться на наш канал, это тоже очень важно и совсем не сложно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.